В сегодняшнем видео вы увидите все этапы изготовления и монтажа очень эффектной 3D панели, которая стала хитом в наших соцсетях, собрав более 100 тысяч просмотров. Подписывайтесь, чтобы первыми видеть все наши новые проекты. Все ссылки указаны в описании к этому видео. В данном видео мы покажем процесс изготовления и установки декоративных 3D панелей под подсветку. Для изготовления подобных панелей не требуются силиконовые формы. Для формирования рельефа достаточно железного шаблона профиля будущего изделия. Первым этапом под размер железного профиля панели собирается плоский стол. Для формирования задней стенки панели с углублением для светодиодной ленты на столе сначала изготавливают гипсовый брусок-основу. Перед каждой протяжкой стол и брусок смазывают для того, чтобы легче было снять готовые изделия. С обратной стороны устанавливается строительное правило. Оно не даст гипсу стекать во время отливки. Подготовка гипсовой смеси. В работе используется гипс марки Г-16, производства Самарского гипсового комбината. Данный гипс является высокопрочным и отлично подходит для гипсовой лепнины. Гипс тщательно замешивается в необходимой пропорции. Чтобы провести работы максимально чисто и быстро, на объект доставляются уже готовые изделия, изготовленные в цеху. Приступают к протяжке панели. Заготовленную смесь заливают на стол, смесь изначально делают более густую. Изготовление начинают не сразу, дают гипсу немного загустеть. Заливают на стол необходимое по толщине будущей панели количество гипса. Когда гипс начинает схватываться, распределяют его по всей площади будущей протяжки панели. Приступают к протяжке, шпателем распределяют смесь по форме будущей детали. Количество протяжек зависит от сложности профиля панели. Мастер собирает излишки гипса и повторяет протяжку. Первые протяжки являются черновыми и формируют основу панели. Нож срезает излишки гипса, формируя необходимый рельеф. В ходе работы нож периодически очищается для придания четкости рисунку, чтобы остатки гипса не портили изделие при повторной протяжке. Когда гипс достаточно загустел, приступают к чистовой протяжке. Чистовую протяжку панели выполняют жидкой смесью. Перед изготовлением нож очищается. Жидкая смесь позволяет сделать идеальный четкий и гладкий рельеф, который выделяет гипсовые изделия на фоне синтетических аналогов. В ходе работы нож также очищается. Черновая заготовка при застывании нагревается, ускоряя схватывание смеси. Мастера выполняют протяжки жидкой смесью до тех пор, пока изделие не становится идеально гладким. Когда необходимый метраж изготовлен, можно приступать к монтажу. На объекте одновременно с изготовлением делают разметку на стене по заранее подготовленному чертежу. Панели на объект доставляются на газели с плоским дном. Панели полусырые, так их гораздо легче сверлить и пилить, досыхать они будут уже на стене. Перед установкой панелей мастера по свету проводят провода для подсветки панелей в соответствии с намеченным чертежом. Приступают к монтажу панели. В соответствии с чертежами и разметкой на стене, каждую протяжку подрезают для установки под нужным углом. Полусырой гипс без проблем пилится ножовкой. Мастер делает насечки с крайних сторон отметки и затем отпиливает деталь.
Пыль от опила убирается и равняется край. На детали отмечают следующее место подрезки. Затем приступают к подрезке панели с других сторон. Когда деталь запилена, ее примеряют на стену в соответствии с заготовленной разметкой. Перед монтажом под панель устанавливается гипсовый брусок. Он необходим для того, чтобы панель не нависала от стены сильнее, чем плинтус. Для этого на толщину панели устанавливается брусок, а затем уже его обойдет плинтус аналогично всему периметру комнаты. Перед установкой в бруске сверлят потай, чтобы шляпки шурупов не выступали над поверхностью. На грань, которая будет клеиться к стене, наносится насечка для лучшей сцепки со стеной. На брусок наносится клей на гипсовой основе. Брусок склеивают со стеной. Для дополнительной фиксации вкручиваются шурупы. Шурупы вкручиваются в профили в гипсокартоне. В бетонную стену гипсовые изделия фиксируются на анкера. Перед монтажом панелей на стену наносят насечку. Она необходима для лучшей адгезии со стеной. Затем наносится грунтовка для лучшей сцепки всех слоев на стене. Согласно чертежа приступают к установке панели. На каждую деталь наносится насечка и клей на гипсовой основе. Установка панели в заранее размеченное место. Панель прижимают к стене и распределяют клей по всей поверхности для лучшей фиксации. Готовят потай для шурупов и прикручивают панель к стене. Шурупы вкручиваются в профили под гипсокартоном. После установки первой панели приступают к следующей. Проверяют правильность стыковки и соответствие намеченному чертежу. Когда все проверено, на панель наносится насечка, клей и мастера приступают к установке. Немного двигают панель по стене, чтобы клей распределился по всей поверхности. Затем фиксируют деталь шурупами, предварительно подготовив потай. На данном объекте работа выполняется шуруповертом, так как стена гипсокартонная. Но с бетонной стеной при работе с любым декором из высокопрочного гипса никаких сложностей не возникает. Процесс работы аналогичен, за исключением того, что отверстия делают с помощью перфоратора и фиксируется все анкерами. Работа с перфоратором никак не отличается от работы с шуруповертом, так как панель прочная и без проблем сверлится, без трещин и сколов. Приступают к подрезке следующие детали. Согласно чертежу, делают подрезку в местах стыка с уже установленной деталью.
Перед монтажом проверяется правильность подрезки. Если панель становится четко по чертежам, ставятся отметки и затем в первую очередь устанавливают часть первой панели. Затем приступают к установке верхней части второй панели. На панель наносится насечка и клей на гипсовой основе. Также клей наносится на грани панели для лучшей фиксации. Затем приступают к монтажу панели. Также мастера следят, чтобы выведенные провода под подсветку оставались на нужных местах, уходя в паз каждой панели, в которой после завершения монтажа специалистами по подсветке будет установлена светодиодная лента. Панель фиксируется шурупами, которые вкручиваются в профиля. Гипсовым клеем на черновую подмазываются все стыки. После завершения монтажа мастерами по доводке все пазы от шурупов и швы будут доведены до идеальной гладкости. Приступают к монтажу следующей панели. Подпиливают ее в соответствии с чертежами, наносят насечку и клей на гипсовой основе. Подготавливают потай для шурупов и фиксируют панель. Затем приступают к монтажу верхней части панели. Запиливают ее под необходимый размер. Затем перед установкой проверяют стыковку панели с предыдущими. Если все подходит, наносят насечку и гипсовый клей. Клей наносится также на торцы панели. Монтируют деталь, оставляя выведенный шнур под подсветку в нужном пазу панели. Чтобы в итоговом виде создавалось впечатление, что слои панели наложены друг на друга, в стык с профилями на стену будут дошиты листы гипсокартона. Мастера измеряют необходимые размеры и вырезают детали. Фиксируют гипсокартон на клей на гипсовой основе. Гипсокартон приклеивают к стене и дополнительно по контуру фиксируют шурупами. Гипсокартон, гипсовый клей, гипсовые панели и гипсовая штукатурка на стене фиксируются друг к другу и к стене, имеют одинаковое линейное расширение, что в последующем предотвратит появление трещин на стыках, что часто происходит у синтетических аналогов. Приступают к монтажу следующей части гипсокартона. Все стыки на черновую промазываются гипсовым клеем. В ходе работы мастера сверяются с чертежами и приступают к монтажу следующих панелей. Когда монтаж панелей завершен, их оставляют досыхать на стене. Клей и гипсовые панели должны полностью просохнуть, и затем мастера приступают к доводке.
Гипсовой шпаклевкой заполняют все стыки панелей и гипсокартона. В итоговом результате должно создаваться ощущение цельных деталей. Мастера шпатлюют швы и заполняют пазы от шурупов. Весь процесс шпатлевки проходит в несколько этапов. Так как при застывании часть смеси впитывается и просаживается, поэтому ее накладывают в несколько слоев. После заполнения всех неровностей мастера выравнивают всю поверхность гипсокартонных вставок. Мастера также шпатлюют все швы и стыки панелей друг с другом, со стеной и гипсовым бруском. Установленная в панелях подсветка выявит любые несовершенства, поэтому этап доработки очень важен для финального, идеального, качественного вида панелей. Каждый стык и угол панелей дополнительно доводится шпатлевкой. Также равняется каждый шов между ними. В ходе работы в местах, где шпаклевка начинает проседать, ее накладывают следующим слоем. Когда все работы между панелями закончены, необходимо обклеить панели скотчем и полиэтиленом для защиты поверхности вокруг панели. В данном случае потолок и стена останутся белыми, они выкрашены на чистовую. А стена с панелью будет в дальнейшем покрашена. Поэтому по контуру и всем стыкам ее проклеивают малярным скотчем. Мастера тщательно изолируют все стыки с панелью, чтобы в дальнейшем шпатлевка швов и покраска не испортили примыкающие поверхности. Когда скотч зафиксирован, периметр обклеивают полиэтиленовой пленкой. После того, как все примыкающие поверхности защищены, приступают к дальнейшей шпатлевке панелей. Мастера заполняют все стыки и выравнивают поверхность, заполняют углубления от шурупов и стыки панелей с гипсокартоном. Данная работа также происходит в несколько этапов. По мере высыхания и втягивания шпатлевки наносятся следующие слои. Когда шпатлевка всех панелей завершена, ее оставляют на просушку. Все швы должны полностью просохнуть, и затем мастера приступят к финальной доводке и покраске.
Финальная доводка выполняется с использованием точечного света. Данный способ применяется всегда, но именно с декорами под подсветку он особенно важен, так как в дальнейшем светодиодная лента выявит любые, даже самые мельчайшие несовершенства. Мастера тщательно зашкуривают поверхность, при необходимости подмазывают шпатлевкой оставшиеся углубления. Заказчиками были сделаны выкрасы краски и определен цвет, в который будет окрашена стена. Перед покраской мастер компрессором выдувает пыль из всех стыков, чтобы краска легла еще более равномерно. Приступают к покраске. Мастер наносит краску в стыках, затем приступает к самой панели. Краскопульт необходим для равномерного нанесения краски, без подтеков, так как свет от ленты при рассеивании будет выделять любые неровности. Краска наносится в 3 слоя. После нанесения первого слоя панель оставляют на полчаса, затем приступают к следующему слою. Уже на втором слое краска выглядит значительно равномернее, благодаря чему рельеф панели выделяется еще сильнее. Третий слой является финальным. После его высыхания мастера по подсветке приступят к установке. Также по периметру панели устанавливается плинтус. Перед монтажом подсветки было решено изменить цвет на более светлый оттенок серого, и по проекту установлена светодиодная лента с теплым светом. После установки ленты композиция приобрела завершенный вид. Разделение светом еще сильнее подчеркивает объемы панели. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся процессом работы и различными тонкостями изготовления силиконовых форм, гипсовых и полиуретановых изделий.